Приветствую всех, с вами Валентина Лыкина. В этом видео мы будем вязать шопер-корзинку. Эта сумочка очень вместительная, несмотря на свои небольшие размеры. Выглядит она стильно и подойдет к любому образу. Размер сумки вы можете регулировать самостоятельно, связав больше или меньше. То же самое касается и донышка. В мастер-классе вариант будет круглого дна, но вы можете связать и любые другие формы, например, овал или прямоугольник. За счет этого форма сумочки будет незначительно меняться. У сумочки есть вязаная ручка, можно использовать и кожаный вариант. Все на ваш выбор. Размер сумки следующий. Диаметр донышка составляет 23 сантиметра, высота сумки 25 сантиметров без учета ручки и ширина сумочки составляет 32 сантиметра. Для такого размера сумочки мне потребовалось 550 грамм шнура карамель, то есть я приобретала 3 моточка. Характеристика данной пряжи на вашем экране. Это 5-миллиметровый шнур, длина в моточке 75 метров на 200 грамм. Этот цвет эклер. Для вязания вам потребуется крючок номер 5. Если вы вяжете туго, то понадобится больший крючок, например, 6. Больше никакой фурнитуры здесь не потребуется, если вы хотите исключительно вязаный вариант. Также вы можете в эту сумочку вшить подкладку, поэтому для подкладки вам потребуется еще и ткань. Где приобрести необходимые материалы, ссылочку на сайт я для вас оставлю в описании под этим видео. Для заказа со скидкой пользуйтесь моим промокодом. Для того, чтобы ниточка не перекручивалась, используйте подставку для пряжи. Так вы обеспечите себе равномерную подачу нити. Ссылка на мастер-класс по изготовлению такой подставки для пряжи ждет вас в описании под этим видео. Приступим к вязанию. Для начала необходимо подготовить основу донышка для будущей сумочки. Форма может быть любой. Это может быть круг, овал или прямоугольник. Выбор прежде всего за вами. Ссылку на плейлист с мастер-классами донышек я для вас оставила в описании под этим видео. Если вы хотите следовать исключительно моему мастер-классу, то вяжите круг диаметром 23 сантиметра. Для этого отмеряете вспомогательную нить около 1 метра и провязываете 13 рядов. У вас может получиться круг больше или меньше, это зависит от того, какая плотность вашего вязания. У меня 13 рядов и диаметр получился 23 сантиметра. После этого мы заправляем вспомогательную ниточку, которая у нас осталась, в полотно. Фиксируем маркер на лицевую сторону, в той точке, где завершили предыдущий ряд. И переходим на формирование узора и боковых стенок сумочки. Так как этот узор не предполагает соединение рядов, он будет просто незаметен, этот переход, мы будем вязать по спирали. Начинаем с той точки, где завершили предыдущий ряд, просто поднимаемся вверх, находим верхнюю петлю от предыдущего ряда и за одну ниточку крайнюю вводим крючок. Захватываем рабочую нить и протягиваем первую петлю. На нее фиксируем маркер для того, чтобы понимать, где мы начали этот первый ряд. Переключаемся на следующую петлю и также за одну крайнюю ниточку вводим крючок. Захватываем рабочую нить, протягиваем через основание, а затем протягиваем через рабочую петлю на крючке. Так я сформировала первый соединительный столбик. Переключаюсь на следующую петлю, также за одну ниточку ввожу крючок, захватываю рабочую нить, протягиваю и провязываю через рабочую петлю на крючке. Так я сформировала очередной соединительный столбик. Вяжу далее и повторяю все то же самое. Главное не стягивать эти
вот эти верхние петли, чтобы они у вас не стягивали полотно, но и не были такими уж большими. Вот если так вот растянете и будете формировать, эта петля будет сильно большая, и в дальнейшем могут образоваться большие отверстия. Так вы формируете соединительные столбики до конца этого ряда, там, где зафиксирован маркер. Провязав соединительный столбик в последнюю петлю основания, мы переходим к соединению этого ряда и дальнейшему вязанию по спирали. Находим от этой точки следующую петлю основания. Здесь у нас сформировалась первая петля этого ряда. Здесь как раз зафиксирован маркер. Вводим крючок за одну крайнюю ниточку, маркер убираю. Здесь осталась одна нить, под вторую нить я ввела крючок. Захватываю рабочую нить и формирую соединительный столбик, так же, как и во всех предыдущих случаях. Теперь мы будем формировать соединительные столбики за вот эту крайнюю ниточку. Здесь также вот она, петля, за одну ниточку я ввожу крючок, одна остается на лицевой стороне. Захват рабочей нити и формирую соединительный столбик. Так, я двигаюсь на протяжении всего этого ряда. Провязав этот ряд, стенки сумочки уже начинают подниматься вверх. В следующем ряду мы будем формировать прибавки. Для этого находим последний ряд в круге и точки, в которых формировали прибавки. Их всего здесь 6. Наносим 3 маркера одним цветом и 3 другим. Здесь у меня 2 столбика в одну точку, зафиксировала маркер. Нахожу следующую прибавку и фиксирую маркер другого цвета. Так чередую, пока все точки не будут выделены. Начинаем провязывать этот ряд. Здесь я его начала. Довязала до той точки, где у меня зафиксирован первый маркер. Значит, следующие прибавки я буду формировать там, где будет желтый маркер. Это первая прибавка, вторая и третья. Как выполнить прибавку? Необходимо провязать 2 соединительных столбика в одну точку. Нахожу петлю, где буду формировать прибавку, ввожу крючок за одну ниточку, захватываю рабочую нить и провязываю первый соединительный столбик. Вяжу второй, ввожу крючок в эту же точку за одну нить, переворачиваю и нахожу следующую ниточку. Также под нее вводим крючок. Таким образом, у меня на крючке сейчас рабочая петля и 2 я захватила. Захват рабочей нити протягиваю через 2 эти ниточки, а затем через рабочую петлю, которая была на крючке. Так я сформировала прибавку. Маркер здесь я убираю. Продолжаю вязать соединительные столбики одиночные привычным способом. Довязываю до тех точек, где у меня зафиксированы желтые маркеры. Формирую такие же прибавки, довязывая до конца этого ряда. Следующие 2 ряда мы провязываем по рисунку без прибавок. Затем формируем один ряд прибавок по такому же принципу, как и в предыдущем случае, провязывая прибавки в тех точках, где у нас остались маркеры. Вяжем самостоятельно. И очень важный момент. Если вы чувствуете, что ваше вязание начинает в этой области стягиваться, то вяжите обязательно свободнее, либо поменяйте крючок с пятерки на шестерку. Все дальнейшее вязание сумочки заключается в формировании рядов по спирали без прибавок на нужную вам высоту сумочки. Я всего сейчас провязала 36 рядов, и высота сумки составляет 22 сантиметра. Так как сумочку мне нужно связать 25 сантиметров высотой, мне необходимо провязать еще 3 сантиметра. Это 5 рядов, и в этой области буду формировать ручку. Если вы решили выполнить здесь кожаный вариант ручки, то просто довяжите далее еще 5 рядов. То есть не 36, как я сейчас провязала, а 41 ряд. Эти показатели условны, так как напомню, что плотность у нас у всех разная, поэтому
руководствуйтесь прежде всего вашими значениями и пожеланиями, какую сумку вы хотите в итоге получить. После мы наносим разметку следующим образом. Делим в области, где у нас висит маркер, складываем сумку пополам, находим в боковых частях серединки, а затем выделяем область, где у нас будет располагаться ручка. Я отметила маркерами и выделила область из 16 петель, не включая маркеры, с этой стороны и с противоположной. От боковой части довязываем до той точки, где зафиксирован первый маркер, и вот она, эта область, где буду формировать ручку. Там, где зафиксирован маркер, нам необходимо выполнить укрепление ручки. Маркер я убираю, ввожу крючок сначала под одну ниточку, а затем захватываю еще одну на изнаночной стороне. Таким образом я захватила 2 нити. На крючке у меня рабочая петля. Захватываю рабочую нить и провязываю соединительный столбик плотнее, чем все предыдущие. Так я выполнила укрепление ручки. Набираю цепочку из воздушных петель, захватываю рабочую нить и провязываю через рабочую петлю. Опять захват рабочей нити, провязала уже вторую воздушную петлю. Всего необходимо набрать цепочку из 22 воздушных петель или любого другого числа, которое вам необходимо на ручку. Набрав цепочку нужной длины, мы ее расправляем, чтобы она лежала ровно и не была перекручена. И присоединяем к той точке, где зафиксирован у нас маркер. Его убираем. Вводим крючок сначала под одну ниточку, разворачиваем и захватываем вторую ниточку, делая такое же укрепление, как и в самом начале этой ручки. Захватываем рабочую нить и провязываем первый соединительный столбик, и затем формируем соединительные столбики до той точки, где у нас располагается будет вторая ручка. Довязываем. Здесь мы формируем такую же ручку, как и в первом случае. Обязательно укрепляя те точки, где у вас зафиксированы маркеры, где будет начало ручки и конец. Довязываем до конца. Вот так все у меня здесь получилось. Продолжаем вязание. Формируем соединительные столбики до ручки. Там, где мы набирали цепочку из воздушных петель, это уже первый ряд ручек. Сейчас мы будем вязать второй. Подходим к той точке, где у нас начинается цепочка из воздушных петель. И также продолжаем вязать соединительные столбики за одну крайнюю ниточку. Когда мы вводим крючок, здесь у нас одна нить, с другой стороны 2. Получается дужка и одна нить от петли. Захватываем рабочую нить и провязываем соединительный столбик. То есть мы делаем все то же самое, что и во всех предыдущих рядах. Провязываем за одну крайнюю нить. Так, мы формируем всего 5 рядов. Напомню, что это у нас был первый, сейчас вяжу второй, третий, четвертый и пятый. Провязав 5 рядов, необходимо завершить вязание. Находим ту точку, где у нас зафиксирован маркер в донышке. Поднимаемся вверх и таким образом определяем место, где необходимо остановиться. Обрезаем ниточку, обрабатываем ее огнем и затем петельку эту вытягиваем полностью. Хвостик вставляем в иголочку. Можно это сделать и крючком. Теперь необходимо состыковать этот ряд между собой. Здесь я провязала последний соединительный столбик, и вот она следующая петля. Под нее за 2 ниточки ввожу иглу, протягиваю ниточку и возвращаем этот хвостик в ту точку, откуда он вышел. То есть там, где провязывала соединительный столбик последний. Вот она, эта ниточка пошла. И, соответственно, сюда я вкалываю иглу. Здесь у меня ниточка.
Дальше еще одна, то есть 2 нити. И так проходит иголочка с ниточкой. Вот так все получилось. Ряд состыковали. Теперь необходимо прятать этот хвостик в полотно. Просто вкалываем вот таким образом иглу и протягиваем под этими петлями. Вот так это будет выглядеть. Продолжаем прятать, пока не останется маленький хвостик. Сумочка практически готова. Остается лишь тщательно выполнить ВТО, расправив все петли и выровнять каркас сумки. В нее можно установить подкладку. У меня на канале есть об этом видео. И оно, в принципе, подходит и для пошива подкладки для такой сумки. Еще один вариант подкладки для такой сумочки — это выкроить круглое донышко, затем выполнить один замер окружности сумочки и замерить высоту сумочки, выкроить еще одну прямоугольную деталь, сделать один шов, чтобы у вас получился цилиндр, затем этот цилиндр состыковать с круглым донышком. Все остальное делается по такому же принципу, как и в том видео. Я надеюсь, это видео было вам полезным. Оцените данный мастер-класс, подписывайтесь на мой канал и будьте в курсе новых видео. Благодарю за ваше внимание. До новых встреч!